Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду шить плащ-дождевик для кукол. Для начала возьму плащевку. У меня вот такая золотистая. Беру переднюю деталь и полоску ширины капюшона. Прикладываю лицевой стороной друг к другу и сшиваю по округлому краю капюшона. Так как эта ткань довольно скользкая, мне удобнее шить швом вперед иголка. Делаю строчку сначала в одну сторону, а потом в обратную, делая стежки на месте пропусков. После этого с другой стороны полоски пришиваю вторую деталь капюшона. Для удобства можно сделать небольшие надрезы на припусках в местах скругления деталей. Отвернув часть полочки, прикладываю деталь спинки, лицевой к лицевой. Пришиваю обе передние детали к спинке по плечевым швам. Нижний край капюшона я не пришиваю, так он будет лучше лежать. В это отверстие также можно спрятать длинные волосы куклы. Далее вшиваю рукава в проймы. На припусках в местах сильного скругления можно даже вырезать небольшие треугольники, чтобы легче было выгибать детали. Дополнительно я хочу сделать декоративную отстрочку, чтобы сделать швы более аккуратными и жесткими. Беру золотую нить для лицевой стороны и белую нить для изнаночной. Связываю их кончики между собой. Продеваю в иглу изнаночную нить. Лицевую нить накладываю поверх ткани. Делаю прокол с изнаночной стороны. Вытягиваю нить до конца. Затем как бы перешагиваю лицевую нить и ввожу иглу в ту же дырочку. Протягиваю вниз изнаночную нить, затягивая петелькой лицевую. Таким образом делаю вручную машинную строчку с разными нитями. Конечно же, это не обязательно, но так изделие будет выглядеть более реалистичным, аккуратным и детальным. Такой строчкой обрабатываю все швы. Я сделала отстрочку переднего края полочек, а также отстрочку горловины. Нижние припуски капюшона можно вытаскивать наружу или заправлять внутрь. Далее складываю плащ пополам, изнанкой наружу. И сшиваю по бокам вместе с рукавами.
выворачиваю на лицевую сторону и также делаю отстрочку боковых швов. Подгибаю и прошиваю подол плаща. Теперь беру детали накладных карманов, срезаю уголки и подгибаю все припуски. Прошиваю только один край. Я сделала 2 строчки. Размещаю карман на уровне нижнего края рукава и пришиваю его за 3 оставшиеся стороны. И в конце пришью несколько кнопок в качестве застежки. Также мне захотелось попробовать сшить дождевик из вот такой витражной виниловой пленки для окон. Уж очень она мне нравится. Я обрисовала ту же самую выкройку. Использовала для этого перманентный маркер. Он легко удаляется с помощью спирта или даже мицеллярной воды. Сначала я планировала шить мононитью. Это очень тонкая швейная леска. Но прошитое легко рвалось прямо по шву. Не годится. Также я попробовала спаять края над огнем. Держится крепче, но сильно коптит. И все равно расходится. Мой любимый полимерный клей тоже не подходит. А вот секундный клей момент справился очень даже хорошо. Но он плохо контролируется, все время затекает на сами детали и часто собирает пузырьки воздуха. Рвется именно сама пленка, значит, надо ее укрепить. И тут я вспомнила про клейкую тейп-ленту, которой обматывала подставку для плетеного кресла. Наклеиваю ее с изнаночной стороны так, чтобы линия выкройки была посередине. Лишние припуски срезаю. Также полностью срезаю припуски ровного края передних деталей и припуски подола. На детали спинки срезаю припуск подола и горловины. На рукавах срезаю припуски края манжетов. Отрезанные края оборачиваю полоской тейпа. И после этого сшиваю все детали в том же порядке. Строчку делаю посередине тейповых полос. Также прошиваю края без припусков, чтобы закрепить тейп. Лента, приклеенная наизнанку, на лицевой стороне будет перекрыта пленкой. Чтобы не дырявить пленку лишний раз, застежку пришивать не буду. Еще я взяла обычную шторку для душа, чтобы сделать прозрачный дождевик с черной окантовкой. Этот материал немного тоньше, но и плотнее предыдущего. Для этого варианта я возьму такую же тейп-ленту, только черного цвета. И наклеивать ее буду уже на лицевую сторону. Сшиваю детали в таком же порядке. Дополнительно оборачиваю лентой детали карманов и пришиваю их на таком же расстоянии. Если приклеить ленту на лицевую сторону, то тканевая полоска будет окаймлять все швы. И вот такие дождевики у меня получились. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.